День добрый, день добрый, уважаемые зрители, приветствую вас на канале Гримера, то есть меня, и с вами мы здесь, чтобы образовываться, мы изучаем феномены, мы изучаем провальные игры, мы изучаем чрезмерно успешные игры. Порой вспоминаем старые игры, потому что в последние годы, благодаря многоуважаемому ковиду, будь он проклят, в игровую индустрию хлынул более, скажем так, массовый игрок. И они же всего этого не видели, а многое и, может, даже и не захотят видеть, скажут, что какие-то пиксели, я вообще-то тут 3D игры играть пришел, а это что-то старое, не надо оно мне. Вот. И это старые игры тоже. Возможно, они считают, что... если они старые, то в них не нужно играть. Но мы будем вместе с вами показывать им, что оно надо. Будем учиться тому, как надо, где надо. И, в общем, да. Сегодня у нас на повестке дня Vampire Survivors. В общем, игра вышла в Steam и такая, как взлетела, как бабахнула, как все стало классно. Я буквально сегодня узнал, что в нее добавили русскую локализацию. И я такой, ух ты, это же круто, это же стильно, это же классно. Возможно, силами фанатов. Потому что я слышал, что над игрой работает один человек, и после того, как игра неожиданно выстрелила, чего он не ожидал, он такой, что же делать, Да, как вы можете видеть, я игру уже запускал, денежек немножко есть, я в нее чуть поигрался, я хотел просто проверить, посмотреть, а потом так, и пролетело 1,5 часа. В общем, для вас сделаем вид, что вы всего этого не видите. И значит, Антонио у нас на повестке дня сегодня как первый персонаж. Что я могу сказать? Как минимум в игре... Да, господи ты, боже мой. В игре очень приятная музыка. Прям хорошая. Причем в настройках я увидел функцию Streamer Save Music, что мне подсказывает, что разработчик позаботился. Он чувствует, что надо, потому что возможно, его музыка залазила в какие-то поля, куда не стоит. Она очень сильно напоминает мне Castlevania, особенно этот Антонио. Да, например, Кнут. Так, выпускает еще 2 снаряда, что мы возьмем, целится в ближайшего врага, обладает эффектом бумеранга, большой урон, большая область поражения, топор. Я чувствую, что нам нужен топор, чтобы он делал вот так. Да, персонаж, если вдруг вы не знали, если вдруг вы видите игру в первый раз, слышите о ней впервые, бьет сам. Мы отвечаем только за его перемещение. Да, топор, если бы он был чуть менее рандомный, можно было бы использовать красиво. Хотя, возможно, он и менее рандомный. Это я просто дурачок и пока что не понял его принципа действия. Да, бумеранг. Бумеранг, к слову, тоже очень интересная вещь против толп врагов. Урон, правда, какой-то такой посредственный. Я нашел тут, пока проверял, что оно да как оно записывается. Я нашел самый чудесный предмет в этой игре. Это чеснок. Все мы знаем, что вампиры не любят чеснок. Да, и... очевидно. Так чеснок дает тебе возможность очень быстро прокачиваться за счет этих летучих мышек черных. Ага. Часы ланцет. Шанс временно заморозить врагов. Либо крест увеличивает урон на 10.
Я думаю, что, ну, как бы, контроль противника всегда полезен в любой ситуации. Вот так вот делаю. Ой, красота-то какая. Вот, возможно, я немножко гундошу, прошу прощения за это, потому что ночь оказалась холодной, а я забыл закрыть окошко. Да, люблю свежий воздух, но он не всегда любит меня, скажем так. Так, в принципе, на начальных этапах получать прибавки все в лицо получать не так уж и страшно. Это вот дальше будет уже страшно. Увеличивает базовый урон на 10, выпускает 2 заряда. Корона, персонаж получает на 8% больше опыта. Я не успел ощутить вот полезности получения на 30% больше опыта, на 8% больше опыта, потому что, ну, как бы я там доживаю где-то минуты до 11, дай бог, приходит куча скелетов. А сейчас вы все увидите. Берем просто бумеранг и идем. Просто идем в надежде найти курицу. Ну и собирать опыт. Вот они прекратят бесконечно лететь с краев экрана, и можно будет их немножечко покайтить вот руками, подобрать вот красную капельку. Она вроде как, ну да, даже не вроде как, а да, дает больше опыта. Так, магнитосфера. Персонаж подбирает предметы издалека. Я думаю, что это звучит как бы многообещающе. 2 снаряда, конечно, топора это прекрасно, но как бы, но радиус подбора итемов явно может решить нашу жизнь когда-нибудь. А вдруг, подождите, относительно, да, монетки тоже прилетают больше расстояния. Ну, то есть, чисто теоретически я могу примагнитить курицу. Мне вот интересно, а оппоненты, которые за пределы экрана, да, вот туда вот попадают, они как бы исчезают потом или нет? Или да, или нет? Бьет случайных врагов. Вот этот предмет я немножко не понял. Как бы он приятный, конечно, бьет постоянно куда-то, но случайных врагов при таком обилии врагов на экране, ну это вот стрелять ближайших врагов звучит прекрасно. 2 заряда кнута, может 2 заряда кнута. А давайте 2 заряда кнута. Я все еще верю в то, что я могу найти луковицу. А луковицу я хочу найти. Она прекрасна, на самом деле. Если бы вы ощущали тот оргазм от убийства мышей, который ощущал я, когда впервые нашел эту луковицу, я прям... Вот, вы бы поняли, почему она прекрасна. Да. Вот, чисто, как бы, да, на словах, когда, шпинат увеличивает наносимый урон. Шпинат увеличивающий наносимый урон. А как это работает? Типа я становлюсь более здоровым, что там в здоровом теле здоровый дух, и вот это вот все наруч ускоряет снаряды на 10%. Ну вот, учитывая наш крест православный, да, как бы мы же русские, поэтому он будет православный. Мы русский с нами Бог. Я бы, наверное, увеличил вот это вот, но размер снаряда и скорость на 25 минут. Ну, как бы я хочу большой православный крест. Хочу, чтобы вот как у попов был. У попов красивые кресты. Всегда все детство мечтал. Мне говорили, что ну как бы ты что, дурачок, так нельзя. Но я все детство мечтал о кресте, как у попов, потому что когда мне подарили первый крестик, такие типа, на, вот тебе крестик, носи. А я такой, а чё он такой, вы видели вообще кресты попов? А? Вот у них кресты, а это что такое? Так,
крест и пускать еще один снаряд. Ну, как бы да, но... А я забыл, а он летит вообще в ближайшего врага или в случайного, или куда? А это можно как-то почитать? Видимо, нельзя, да? Просто если он как бы летит в ближайшего врага, то зачем оно нам нужно, чтобы они два подряд прилетали? С другой стороны, ну как бы прикольно. Магнитосфера, область сбора на 33%, это звучит вообще прекрасно. 10% удачи, я не то чтобы уверен, что удача мне поможет. А ну-ка. Надо было брать 33%. Я не затягиваюсь, а я не хочу заходить в это. А я не хочу туда заходить. Вы видите? Ну это же какой-то обман. Это прям явная смерть. Вот первый человек, который туда... Да, они оба летят в одну сторону. Ну и зачем? А зачем? А почему? А если я не хочу, чтобы они летели оба в одну сторону? А если я, допустим, хочу, чтобы они, ну как бы это... Чтобы они летели в разные стороны. Проклятые цветы. Цветы это вообще, это бич этой игры. Я перестал верить в Plants vs. Zombie, потому что они меня предали. Когда-то давно в детстве я обожал эту игру, а теперь ненавижу, потому что меня предают эти самые цветы. И я чувствую, что, ну как, что? За что? Цветы за что? О, кстати, там есть проход. А я, пожалуй, выйду. Ой. А я, ну как бы, да. А ручки-то кривые. Да, а еще спустя 1,5 часа игры, когда я такой как бы, так, ну я проверил, ой, что, 1,5 часа, я обнаружил, что персонажа можно управлять мышкой, но управление мышкой это очень странное, потому что если я нажму здесь, ну, в общем, оно зависит от клика. По ощущениям, оно как будто там должен появляться мобильный джойстик, но его нет. Удивительно. Левер, персонаж здесь удачнее. Кружится вокруг персонажа, Библия короля. Вот я не хочу брать ножи, которые метаются в направлении взгляда, потому что, ну, у меня и так есть штука, которая как бы в направлении взгляда, но только по горизонтали. Поэтому, наверное, давайте возьмем Библию. Что? А Библия, это важно. Против вампиров-то. А как вот этот вот там, Экспиритус сам тебя читает? А никак. Как ты без Библии? А никак. Все. Обряды экзорцизма не проводятся без Библии. Денежки. Да, собственно, что? Ну, если вдруг кто еще не понял, то синие сопли, я не знаю, что это за сопли, наверное, какие-то кристаллы. Почему вампиры роняют в себя кристаллы, никому не понятно. Но они дают опыт, это наш опыт. Вон там вверху написано уровень. А давайте разберем сундучок, а найдено сокровище. А деньги нужны для того, чтобы покупать персонажей и апгрейды в главном меню. Но это будет уже потом. 63 деньги и кнут. Увеличивает базовый урон на 5. Ну, как бы я, не то чтобы, да. А можно вот и туда выстрелить? А как он летает? Я не понимаю. Ну, типа... Хочу, чтобы вот он их бил. Как сделать так, чтобы он бил вот эту кучу зеленых, кто бы они ни были, но вот их. Я в свете последних вот этих политкорректных новостей про Кусак, что больше нельзя называть зомби, теперь зомби в Dying Light 2 это Кусаки. Я боюсь лишний раз высказать, да, а то меня все... Меня захейтят в Твиттере, скажут, ты, в смысле, ты назвал зеленых некроманта вурдалаков зомбями? Это ты что ты? Да? Так, базовый урон на 10. Звучит как бы приятно. Зону сбора на 33% тоже звучит приятно. Базовый урон на 10. А давайте, ну как... Давайте наносить урон. Так, а ну хватит. А ну, остановитесь. Отставить нападать со всех сторон.
Вот в такие моменты мне хватает чеснока. Он так приятно отталкивает противников. И ты такой типа, пошел вон противный. Да. А потом ты такой берешь и еще и наносишь ему урон. А потом ты прокачиваешь чеснок, у него увеличивается радиус. Колда и вообще красота. Вы что, это величайшее? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А когда я тут такое упустил? Опа, стоп-вотч. Стоп-вотч, ага. Меня окружают. Неприятно. Поехали. Ну, теперь окружают чуть меньше. Так, получается базовый урон на 5, размер на 10%. Большой кнут или 2 книжки. 2 Библии лучше, чем 1 Библия, объективно. Всегда. Ну, как бы. Да. Помните, как было в Средневековье? Побеждал тот, у кого больше Библий. Ну и туши коров в трибушетах. Но в первую очередь Библии. Ну, иначе как бы крестовые походы не были бы успешными. Топор. Угу. Это будет 3 топора или это будет увеличенный урон топоров? Базовый урон на 20. А ну все, смотри, 40 урона. Кто сильный? Я сильный. 40 урона. Ну, главное не отписано от мышей. Вот эти мыши, они очень... Стайки летучих мышей. Они очень приятные, когда у тебя есть лук в начале игры. Потому что ты просто забегаешь в толпу и как бы получаешь 1 000 000 опыта. Но они очень неприятные. Еще сундук. Ой-ой-ой-ой-ой. Омега сундук. Гига сундук. Что у нас тут? Что у нас тут? Давай, деньги. Крест. Православный крест. Еще одна Библия. И палочка. Продлевает... могу как-то пролистать. Да. А, вот, продлевает эффект, да. На 1 секунду увеличивает скорость на 25, скорость на 30, размер на 20. Очень большая Библия. Еще посоревнуемся, у кого Библия больше, а? Я явно выиграю в этом. Возможно, вы можете ужаснуться тому, как коряво я хожу. И постоянно вдупляюсь из мышей, но прошу простить, понять, простить. Базовый урон на 5, размер на 10. А я, допустим, хочу крест. Нет, нельзя крест прокачать. Я хочу с большего радиуса собирать. Вот, я уже ощущаю прям, что мне... Я испугался летучих мышей, но это не считается. Ну ладно, собственно, что получается? Значит, в конце мы видим, значит, когда умираем нашу статистику. Игра, если что, я не уверен, но что-то мне подсказывает, что она как бы бесконечная. Но в ней есть потолок развития. И как минимум к этому стоит стремиться. Да. Ля, какой красивый. Прям такой. Это что, это Джайна? Нет, это не Джайна. Это не Джайна, ей бы не позволили вот так вот стоять. Все, там у Blizzard уже новые стандарты качества. Нельзя и все. Хотя может быть теперь, когда Blizzard купили чудесные ребята, все будет хорошо. Так, ладно, давайте с вами посмотрим еще следующего персонажа, который открывается. Ну, там буквально... давайте купим По. А что? А почему нет? Мы с вами смотрим на По. О, дед с луком! Плюс 25 к радиусу сбора, минус 30 от максимального здоровья. Но он же дед, логично, меньше здоровья. Но у него есть лук, и я могу унижать летучих мышей. Получай, мышь. Размер на 40, базовый урон на 2. Ну все. Ну вы поняли, да? Вы поняли, в чем прикол лука. Можно делать вот так. Вот. Я, собственно, так долго распылялся, а теперь... Ля, я старый.
Ну, дед как бы, блин, ой, слизинка потекла от того, ой, ля какой. Я прям влюбился в этого дедулю. Что, теперь у меня есть любимый персонаж? Объективно. Третью, лава защищает от урона, когда активен. Или Библия. Или лава. Лаврушка или Библия. Ну, Библии много не бывает. Тем более, что чесночок бьет по 5, по 9, ладно, 10. Библия бьет по 14. Я считаю, что нам нужно что-то, что может наносить больше урона. По-моему, у меня орет кот. Так, секунду, нужно отойти. Да, это был Серега. Серега орал, Серега орал, Серега прекратил орать. Вот, Сережу выпустили погулять. Ай, кура, ай, да что ты, дед, за что ты их притягиваешь? Мы же могли оставить курочку, и были бы классно. Вот эта вот мышь, она меня смущает. Во-первых, почему она не хочет отбрасываться? Ну, либо если отбрасывается, то как-то неохотно. Вот. А во-вторых, сколько у нее здоровья? Я никогда не понимал. 2 Библии короля. Я могу еще дальше подбирать предметы, да? Или 2 Библии? Давайте 2 Библии, потому что у меня есть такое чувство, что, возможно, скоро мы можем ощущать недостаток урона. Да, как бы. Поэтому лучше пусть будет 2 Библии. Проходит сквозь врагов, отскакивает. Ага, оно отскакивает, по-моему, от краев экрана. Если мне не изменяет память, да, увеличивает максимальное здоровье на 20%, сколько у деда здоровья? 70. Ну, как бы не помешало бы, но как бы... Крест. Так, по статистике предыдущего раунда, крест нанес больше всего урона. Поэтому я предлагаю крест православный. Крест православный и полетели. Вообще, а с другой-то стороны, а может быть крест был плохой идеей, и я сейчас только что запорол себе какой-нибудь классный билд. Просто потому что как бы... Вот оно. Обожаю. Ну, вы поняли, да? Вы поняли. Скорость снарядов. Библии летают быстрее, да, наверное? Вы поняли. О, да. Да. Библия короля. Скорость на 30, размер на 10. Возможно, стоит, конечно, взять топор, потому что он даст нам дополнительный урон. Хочу Библию. Библию много. Посмотри, что они делают. В какой-то момент, по идее, Библии должно стать 3. Продлевает эффект на полсекунды дольше. Базовый урон на 10. Либо персонаж останавливает на 2 единицы здоровья в секунду. А я возьму плюс полсекунды и урон. И не нужны нам эти ваши топоры. Хотя у топора вырастал урон на 20, ибо он бил по 40. Как мы успели заметить. За секунду до того, как я умер. Но... Ну и в Библии как бы тоже. И я вот. Теперь я чувствую себя как в Думе, когда я должен не убегать от врага. Вы этого не видели. Вы этого не видели. А, так, ну, в общем, да. Примерно вот так вот выглядит Vampire Survivors.
Мы с вами посмотрим. Это очень странная игра, которая, вот, кстати, я хотел вам показать, да, что у нас тут есть, Тут мы можем увеличивать силу, увеличивать наносимый урон с каждым рангом максимум 25%. У меня вопрос. Значок шпината, да? Если я покупаю это усиление, усиливается шпинат или усиливается мой урон? Вопрос хороший. Вопрос этот, собственно, мы с вами проверим в следующей серии, потому что нам сегодня пора заканчивать. Вот, вы увидели, как я пару раз неудачно облажался за чудесного деда и за Антонио. Вот, я думаю, что в следующей серии мы с вами посмотрим еще парочку персонажей и начнем потихоньку прокачивать усиление. Вот, а на этом я откланяюсь. С вами был Гример. Вот, до скорых встреч. Увидимся в следующей серии.